На канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами в лоб протестируем смартфон под названием Vivo X100 Pro. Что значит в лоб? Это значит, что я при вас его одновременно тестирую, проверяю, и вы видите, что происходит со смартфоном в режиме реального времени. Никакие вот такие приплуды я не использую, я очень сильно сомневаюсь, и мои тесты это подтверждают, что Dimensity стала 9320, который здесь внутри, чем-то фантасмагорическим и стабильным, хотя, разумеется, вас будут убеждать в обратном. По поводу съемки уже примеров фото в моей личной телеге, напоминаю, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Скорее всего, сегодня даже вы увидите уже обзор на этот девайс, потому что на Vivo X100 у нас уже обзор был, мы его уже гоняли. По поводу всех магических штук, чтобы вам рассказывали, что здесь не сбрасывается яркость, которая здесь номинально ниже, чем на 100 люксов, а это кукусики на 10% относительно бюджетного достаточно iQOO 12. Притом у iQOO 12 144 Гц, а здесь 120 Гц экрана, и очень много еще большой разницы для меня, допустим, та же разница для меня, допустим, что здесь у нас Dimensity вместо Snapdragon, и Qualcomm-овский процессор по мне лучше. Опять же, может быть, сегодня тест нам покажет что-то другое. Что я могу об этом смартфоне сказать? Разумеется, здесь у нас есть 4К 60 FPS, разумеется, есть 8К, разумеется, он почти 2 миллиона баллов в Antutu выбивает. Почему у меня такое полунесчастное лицо? Потому что здесь у нас закругленные края у экрана, я не очень дело это люблю, хотя мои подписчики некоторые любят. И, разумеется, то, что здесь Dimensity процессор, можно долго упорно рассказывать, что это хорошо, но по мне нет. Это раз, два, здесь 4К отсутствует на фронталке. И, наверное, на этом все, потому что в многих очень сценариях использования он показывает себя очень классным смартфоном. Но насколько он классный в довольно топорных тестах, вот один из этих тестов такой, второй будет быстрый обзор одним кадром на основную камеру. Как вы помните, я люблю такое делать, но опять же после обзора. Переходим, напишите, кстати, видно меня, слышно или нет, и переходим к игровому тесту. Мичел Терентьев. Привет. Так, Терентьев, привет. Извините за фамильярность, но по фамилии. Сначала я покажу вам настройки. Давайте начнем с этого. Мне очень, кстати, нравится угол работы фронталки. Вот смотрите, яркость у меня максимальная. Озвучу ее сразу, 925 люксов. Кстати, она повысилась почему-то, 945 люксов. Очень странные дела, хотя автояркость отключена, и я уже раз 10 его измерял, и почему-то было 830. Может быть, он был разогретый. Все, забираю свои слова обратно по поводу яркости. Очень странно. Вчера, сегодня, даже перед стримом проверял. По поводу разрешения, вы сами его видите, ничего фееричного. То есть между разрешение субфлагманское, назовем это так. По поводу шима, на 100% он 22%, никакого DC-диминга здесь нет. Если переходить, допустим, 55%, у нас шим показывает 22%, 20% где-то шим показывает 12%, и в нуле шим покажет у нас 2,5%. То есть DC-диминг у нас включается автоматически. Включил я максимальную яркость, никакой, давайте геолокацию, нет, не буду отключать, отключил, ну ладно, ускорение не буду включать, запись экрана не буду. По поводу режима работы батареи сейчас я вам покажу. Включен у меня кондиционер на плюс 16 градусов, сбалансированный режим, и все, по большому счету мы можем включать New State. Надеюсь, что звук адекватный. Напоминаю, что микрофоны его родные работают, поэтому ко мне претензий быть может по минимуму. Хорошо видно и слышно, отлично. Посему снова iQOO, у него много обзоров. Чего? Да это не iQOO, это Vivo X100 Pro. Просто я не поменял название в Твиче. Учитывая количество людей в онлайне, друзья, это не особо актуально. Напоминаю, что мне здесь нет смысла набирать людей. Сколько есть, столько есть. Непонятно, почему он мне предлагает какие-то еще обновления сделать. Хотя они нам не нужны. Так, выставляем мы сразу графику 90 ультра
Все как на IQ 12. Очень странные, кстати, настройки. Опа. Вы прикиньте. Вот он, Dimensity. Ну, конечно, он не будет сбрасывать. Вы посмотрите, что такое. То есть это у нас Dimensity 9320. Я не могу выставить 90 FPS ультра. Серьезно? Очуметь. Вот это дно. Вот это дно. Да. Ну хорошо, давайте посмотрим на расслабоне, как он нам и что покажет. Ну вот, чего не ожидал, того не ожидал. Вы это видели? Здесь обрезано просто-напросто, чтобы люди не играли на высоких настройках, чтобы он не сбрасывал яркость. Дело было в чем-то подлом. О, сразу что-то у нас не... Ладно, не будем мы негативных сразу. Смотрите, что у нас процента? 92%. И секундомер я включил. После первой катки посмотрим, как он сбросит яркость. 37. Понеслась. Так, вот сенсор мне уже не нравится. Вот сейчас, может быть, дело было не во мне. Может быть, во мне. Как слышно, как видно, пока лагов никаких. Кстати, сейчас я уже FPS проседает, но будем надеяться, что... Серьезно? Ну тоже 684, видите? Он просто поменял разрешение экрана. Он стримит не с 1080p, не трогает его вообще, то, что я 1080p выставил. В принципе, как и на IQ 12, к слову. А вот с пингом вообще какая-то беда была в какой-то момент. Ну ладно, может быть, он себя проявит хорошо. Тем более на пониженных-то настройках графики чего себя не проявить, да? У меня немного обзоров. У меня стандартно выходит на основном канале один обзор. Просто на лайв-канале у меня еще выходит, если интересный мне смартфон, обзор одним кадром. И такой же игровой тест. Вот Ctrl-C, Ctrl-V. Видите FPS? Видите, 65, 61. Вообще максимальность. Говорю, меня так умиляет вот эта вот продажная штука, которую в интернете просто море. У вас все будет волшебно. FPS держит, все держит. Мало того, что настройки сброшены, ну то есть здесь нету тех же настроек, что вчера были на IQ 12, позавчера. Так еще и FPS до полтинника скидывалось. Ну сейчас посмотрим, может быть он раскачается, потому что сейчас, видите, 90 встало и все. Прогрузит. Потому что с такими-то настройками он должен по-любому лупить. Должен просто волшебным быть. Так. Микрофоны работают? Universal, напиши, пожалуйста. Вроде должны. У нас уже была история, когда они не работали, да? Так. Это на Mate 21 было. На чем еще? На OnePlus не было. На чем у нас еще было? Так. Окей. Юшки. Пока-пока, Universal. Я не понял, в чем смысл, ну ладно. Так, что это лишнее. Здесь лучше автоматическое, конечно. Какое-нибудь оружие. Так, ну-ка. Ну, какой-то, конечно, совсем тупунга. Не намного лучше. Лучше 416, но что есть. Опа. Дропается кто-то. Кто-то там дропался. Звук норм.
Супер. Скорее всего, спрыгнул уже. Ой, X6. Может быть, наверху сидит. Да ладно. Ну это вообще какая-то беда. Мне нужен телефон для игр. Neo 5 или iQOO Neo 8. Ну а как я вам могу помочь и поделиться? У меня есть обзоры, посмотрите. Что дешевле, то и берите. Ох ты ёшки. Почему он меня туда же выкидывает? Не хочу овалзу. Ну ладно. Почему? Потому что и тот, и другой смартфон хороши. Neo 5, мне кажется, будет проще продавать. Но я бы iQOO взял. Вот. Очень такой странный ответ, правда? Для себя не с настройкой на продажу я бы взял iQOO Neo 9. Neo 8. Пока FPS вообще огонь. Пока огонь. Не сильно начинает греться смарт. Но это опять же все в пределах нормы. Так. В целом. В целом мы уже лучше упакованы, чем в прошлый раз, да? Почти. Местами, скажем так. Брони только нет. А если ремонт будет нужен, там равноценно плохо все. О! Кто-то уже дропнулся где-то. Сейчас опять меня снимут. Ладно. Будем надеяться, что меня сразу не увидят. Или что я увижу его первым. Так, раз. Там еще и машина. Очень интересные дела. Там здесь я уже пылесосил. Ремонтных центров нету, но если у вас, посмотрите на том же Авито, есть ли ремонт iQOO. Я согласен, что девайс специфичный, но мне кажется, уже достаточное количество его устройств. Опять же, какой ремонт? Экран один черт вы будете на Али заказывать, а потом вам будет кто-то его переставлять. Кто это там меня стрелял? Самое главное, откуда?
Там он меня видел, а я его нет. Опа! Очень странно, что он меня не завалил. Еще и с пулеметом. Когда на Neo 9? Он даже на границе еще не доехал. У меня еще К-70Е, К-70, С-65, еще много всего на тестах. Что получится, то сделаю. Ну, желтый. Желтый — это значит, кто-то его вызвал. Правильно? О, фризы были. Но на ФПС почему-то не отразилось. Еду прям под суицид. Да. Да. О, со всех сторон вообще. Ну давайте, ладно, возьмите. Не взяли. Крайне неразумно. Так. Выход. Конечно, выход. Ладно. Мне все равно что-нибудь, какой-нибудь еще уровень добавят. Не все так мрачно было. Смарт чуть-чуть разогрелся. Мы играем уже 10 минут. Ну, совсем чуть-чуть разогрелся. 36. Даже не 40. GT5 Pro. Мне еще не отправили его. Я все еще бодаю. У меня как-то GT5 не особо зашел по просмотрам, поэтому я как-то не особо рву себе пятую точку, чтобы его купить. Так, ну яркость он не сбросил. Officially. Но напоминаю, что настройки графика, и вот он максимум. То есть если я выставляю ультра, он говорит мне до свидос. На него чехол можно пощупать, стекло защитное посмотреть. Но вы сами видите, отвечаете на свой вопрос. То есть вы спрашиваете, что купить, я говорю айку, вы говорите, ну тогда я буду брать Realme. Очень странные дела, потому что можете потрогать чехол. Видите, у всех свои, как это называется, приоритеты. Приоритеты у всех разные. И это хорошо. По идее, так и должно быть. Когда будет обзор? Ну, я не так и жду, если честно, Neo 9. Я говорю, а до такой степени уже... Они слишком быстро Realme клепают. Я говорю, у меня ощущение iQOO 12, 12 Pro, Vivo X100, X100 Pro, OnePlus 12. Вот как будто одно и то же тестируют. Оболочки такие похожие. Недостатки такие похожие. Прерывается на секунду звук радио. Продолжаем наблюдение. Продолжаем. Ну, видите, он уже адаптировался, что до 60 FPS не скидывает, когда мы на самолете. Парадайс летим. Может даже дальше. Лучше, наверное, в капот. Universal, там архитектор вышел из депрессии. Это я тому человеку
Dimensity только на низком качестве. Так. Раз, два, три, елочка горит. Сейчас я не буду, наверное, провоцировать. Мне все время забываю, что я один, а здесь сквады все время по 4 человека бегают. Ладно, мне ботов подкидывают. Но с полноценными игроками бодаться не мой левел. Вообще никак. Можно под конец, когда они уже будут потрепаны. А вот так под 4 ствола подъезжать, это, конечно, глупо было. Один еще может не сориентироваться, а уж 4 точно как-нибудь да вынесут. Кто, кстати, Аквамена смотрел, у меня жгучее желание съездить на него. Оценить. Вот такие вот дела. Так, ну все, лут норм. Так, опа. Даже если бы это был не бот, я бы был молодец. Я так считаю. Ну это бот. Обзор уже был. На что обзор был? О, СЛРочка, ничего. Вот это лутик у не бота или у бота, не знаю у чего. Вот там кто-то, кстати, падал. Кто там падал? Вот тип стопудово где-то внутри бегает. Или наверху и лутается. Теперь на крыше, вон он. Ух ты, ёшки. Он прям стреляет. У меня иксов нет вообще. Там, и тут. А откуда он стрелял? Эх ты, ё! Да. Позорно. Кто Realme Neo 5 перепрошивает на глобалку, у них телефон с батареей думает, что 4600. Какая разница, что программа думает? Он все равно ест, как и должен есть. Я не обращал на это внимания. Мне кажется, пока вы решать будете, уже GT Neo 6 или 7 выйдет. Вероятнее всего. А что это такое, интересно, за место такое? Я, наверное, не могу там дропнуться на эти краны. Или могу? Или он мне скажет, ты вне зоны. Вот сейчас он начинает греться. Ладно. С чего греться? Минимальные настройки графики, да? Ну, с чего ты греешься, чувак? Купил Neo 8 за 25. Так если ты уже купил, смысл говорить тебе про аналоги за эту цену? Откатишь обратно? Такой, не хочу. Горшочек вари нормально обратно. Universal, спасибо. Вари задом наперед. Так, а чего у нас здесь с лутом? Я куда-то не туда, по-моему, дропнул все. Абсолютно неразумно. О, ничего себе, я даже нашел что-то, пока бежал.
Добрый день, добрый. Напоминаю, что Vivo X100 Pro гоняем. Какие-то выстрелы еще. Расширенный магазин — это вообще тема, когда у тебя нету патронов. Ладно, мне надо здесь пробежаться. Или подождите, это не выстрелы, это взрывается что-то позади. Короче, печально я отыграл. Так. Здесь еще 54 секунды до того, как зона начнет схлопываться. Время есть. Без ничего вообще. Просто без ничего. Ладно, я лучше на машинке поеду. Может, что-нибудь залутаю по дороге. В Темпл не хочу заезжать. Еще их две. Очуметь. Звук, как будто кто-то едет. Так, я даже не знаю, кстати, как туда заехать, чтобы оттуда выехать потом. Что за беда-то, а? 1.29. Ладно, может здесь хоть что-то... Нет, здесь ничего не будет, ладно. Еще байк здесь. Недостаточно одного шального вообще с самым убогим автоматическим оружием, чтобы из меня сделали решето. Подлагивания были. И мне вот интересно, как он так FPS показывает сотку, если такие подлагивания. Ладно. Так, увеличенный магазин. Может быть, еще что-нибудь найдем. Дайте мне хоть что-нибудь. Кроме зоны. Так, стоп. Здесь же тоже есть. Иксы. Патроны. О, есть хоть какая-то броня. Шлемака броня. Нету. Кончилось. О, 416. Отлично. Опа. Ну серьезно, ну что ж за беда-то такая? Я какой-то неудачник просто. Ладно. Спрашиваю аналоги Айкуна L8, потому что беру в подарок. Ну, что мне тебе ответить? Samsung A54? Не такие огромные модельные ряды сейчас, чтобы говорить, что их прям море. Выбор не настолько широк, как хочется и как кажется. С первого. Как он так? Как он? Почему он не хочет? Ладно. Не хочет он давать нам нормальное разрешение. Есть болталка. Мощный раунд. Да. Эпичный вообще фейл. Что, мне какой-то левел, наверное, другой аккаунт открыть.
что здесь я вообще не конкурентоспособен. Не вон все какие красивые. У меня даже скинов нет никаких. Поэтому и на Твиче 8 человек в онлайне. Да не, шучу, я говорю, я уже проверил на, получается, IQ 12. Обычный обзор выгружаешь, а потом быстрый обзор почти никто не смотрит. Ну и слава всему. Почему? Потому что мне интереснее, чтобы все-таки на основном канале были просмотры. А лайв это больше для тестов. Потому что по большому счету быстрый обзор, он тестирует основной модуль. А не... Я хочу, чтобы лайв как-нибудь там вырос. Но если он вырастет, то вырастет сам по себе. Ну, только 7 место. Притом на IQ 12 игра набрала к тому же моменту, как сейчас набирает быстрый обзор 2900. А быстрый обзор набрал только 2200. Такая вот тема. Так. Летим. FPS держится. Еще бы сказать, что оно минимальное, вообще обрезана графика по полной программе, да? Ну ладно. Работает, а работает. Работает и хорошо. Этому только радоваться надо. Я не такой весь счастливый, потому что повторяю, что мне больше импонируют, конечно, прямые грани для того, чтобы играть, а не водопад. Прыгаю в метан. Крутые игроки, я думаю, прыгают в централ. Ну красавец же, 90 FPS держит. На минимуме, не на минимуме. Еще и дропнулись сюда точно в числе первых. Так, теперь броню бы найти и все. Шапулю. Каску. Мне, кстати, никто так и не ответил, только не спойлерите, на Аквамена кто-нибудь ходил или нет? Раз, два, три. Все. Где моя каска? Все. Есть контакт. По большому счету мы упакованы. Серьезно? Я не буду ничего говорить про то ли лыжи не едут, но де-факто это все из-за непрямых граней. Очень тяжело привыкнуть. Так. Это бота мне подкинули. Ладно. Зато третий броник дали. Бота атакуют. Ну лучше, чтоб бота. Чтобы я подольше так поиграл. Непрерывно. Правильно? Хотя он быстро, кстати, сейчас находит карта. Особых претензий к нему нету. Стрелять нужно в небо. А я куда стреляю? Дайте мне выстрелить.
Нельзя. Ну и ладно. Опа. Ну что такое неразумное использование боеприпасов, да? Зато сразу, если ездишь живые, знают, что где я и где я. Так, где у нас получается? Да, дерзко и глупо. Ну, в зоне можно бегать до упора, лутаться. Для арбалета улучшалка. Осталась только третья каска и все. И можно прятаться где-нибудь в центре карты. Или не можно. Так, x4, x3, x2. Все норм. Шестьдесят. А я, получается, даже не залутал этот магазин для СКС. Это беда. Во что народ сейчас играет в основном? В доту? Ничего не поменялось? Все равно в доту не понимаю. Вот смотрю, когда народ один на один играет, они обычно зеркалят. То есть берут этого демона последнего и все. У меня друг, сослуживец, Виталик, в доту играл очень хорошо, будучи юным. Так. Вот что произошло с ним потом, что и со всеми. Семья. Может быть, Виталик когда-нибудь посмотрит этот стрим. Привет ему большой. Народ играет в доту и какой-то шутер в Finals. Угу. Еще в КС-ку. Ну, в КС-ку на яблоке ты, ой, на смарте не поиграешь. Может быть, мне даже импонирует, что... Опа. Что людей нет. Кто там стрелял, интересно? Побегу я к дропу. Поеду, если успею. Хотя, опять же, это неразумно прям совсем. Почему? Потому что все играют компаниями, а я нет. Ну ладно. Тиммейты вывезут, даже если они все на уровень ниже, чем я, с супер плохими телефонами. Что их чисто больше. Плотность огня выше. Дота не понимаю я. Нет, я более-менее ее понимаю, но я не понимаю вот этих тем из разряда, если вы играете в доту, то это все равно, что шахматы. Ну нет. Я так не считаю. Шахматы это шахматы. Так. Не вижу дымок. Еду к границе зоны. Ну, это довольно сложно СКС-2 перенести на мобилки. Но рано или поздно они должны об этом задуматься как минимум и реализовать. Потому что если они это не реализуют, грош им цена. Будущее за мобилками. Это факт. Так. А смысл мне в винтовке без патронов, да? Патроны забрали, а винтовка здесь. Такая вот беда.
Ну ладно, я попытался залутаться, я хотя бы правильно приехал, смотрите, уже прогресс. Греется? Ну нет, не сильно. Я повторяю, у меня кондиционер работает на плюс 16 сейчас. Замерз уже. Выключу. Опа. Не-не-не, я вот в такие перестрелки, где несколько однотипных выстрелов. Ой, еще и машина с какими-нибудь типами, которые могут параллельно стрелять. О! Вот так можно? Опа! Нет, не можно. Не можно. Не можно, потому что здесь кто-то по открытой тачке стреляет, еще и сблизи, и не с одного, а с нескольких стволов. Я не знаю уже, куда мне спрятаться. Карта слишком маленькая, чтобы прятаться. Так, все. Я вижу их. Значит, он меня видит, да. Пошли вы все. Я один, а их много. Вот он бегает. Опа. Опа. Ну ладно, ну я ж тебя услышал. А, как позорно. Я больше не могу. Сколько можно? Да. Дота, конечно, сложно. Смотря как смотреть. Я сегодня, кстати, забыл даже позор и шейм. Ладно, ладно, Universal. Ну да, как-то сегодня не заладилась у меня вообще игра. Зато подбор матча быстро идет. Во всем видеть надо свои плюсы, да? Повторяю, что 11 числа приходите, будет стрим. И, наверное, я там как раз за 2 месяца разыграю бенды. За ноябрь-декабрь 10 штук. И еще, я не уверен, надо посмотреть, может iPhone 15 тоже на нем же. Как вариант. Уже минуту еще. Матч найден. Мне обычно пишут: соберись, тряпка. Да. Neo 9.9 Pro заказал. Ну, я говорю, GT5 мне так и не послали. На GT Neo 5 пофиксили блокировку сети, а вот не ко мне. Я знаю, что с OnePlus 11
Народ мучается, что их не разблокировать. Я не консультирую по поводу припадков у BBK, и я их не собираюсь никаким образом оправдывать. И то, что у них кукуха может съехать и по поводу Vivo, и по поводу iQOO, почему нет? Один раз съехала по поводу Realme и OnePlus. Вот OnePlus убивать, это просто вот, мне кажется, ну, слов нет, букв нет. Что они блокировали? OnePlus и Realme. И Realme. Пойдут ли они на других брендах по такой теме, никто вам не скажет. Вероятность есть, да. И в отличие от остальных брендов, которые это никогда не делали, она отлично от нуля прям конкретно. Форумы открывайте, потому что сегодня вы закажете, у вас будет все хорошо, а завтра они заблочат их, все. И потом разблокировать вам никто не будет ничего. Разведут руками. Как я знаю, сейчас вообще не разблокируют ничего, поэтому и эти темы продаваны не особо пиарят, что вот были блокировки. И, кстати, не помню, чтобы на обзорах Vivo X100 Pro я слышал про блокировки от BBK в последнее время. Надеюсь, кукуха на iQOO не поедет у них. Ну, никто не думал, что кукуха на Realme поедет. И на... Ну, на Realme это такая сильная прям подстава. Сколько они моделей блочили. И на OnePlus. А на OnePlus 2V. Я даже не знаю, их разблокировали в итоге или нет. Такая история не особо приятная. Видите, лайфхак 93.2.0 работает. То есть просто сбросить по полной программе возможности. По графу и все. Звук игры потише чуть-чуть сделай. Хорошо. Вот так. Лучше. Я особо ничего интересного-то и не рассказываю. Такое все. Умозаключение. Ну да, у меня Vivo получается не глобальный, и могут ли его заблокировать? Да. Если про Xiaomi я скажу, ну они так не делали никогда, они не дураки. Про BBK я скажу, они так делали, они дураки, они могут так сделать опять. Почему? А почему они OnePlus убили? Потому что они на глобалке их продают, а что они не продают? Те же Vivo на глобалке продают. То есть аргументы такие себе убогие достаточно в пользу того, что они этого не сделают. Так, коряк. И пулеметик. Пока ничего больше не нашли. Теперь можно лутаться спокойно. Первичные средства набрали. Теперь остальные. Во, вот этот пулеметик получше будет. И можно вот эти патроны выкинуть сразу. Сразу все выбрасывается. Опа, СКС-очка. Опа. Значит, мне без особых обломов, мне кажется, бегают, как и я в самом начале. Что ты можешь успеть еще дропнуться. Не критично это все. Опа. СЛР-очка. Просто как на подбор всего чего. На расслабоне. Ну пока да. Пока. Но потом первый раз зона. Уже по-моему, зона. Все. Надо уже бежать. Да это и боты были. Опа. Скорее всего, тоже бот. Хотя лут не совсем глупый. Лут не глупый. Не считая юбки. Юбка бесполезна, конечно.
Еще и военная. Будет ли, сколько еще поддерживаться будет? Ну, по гугле, я не знаю, сколько лет они поддерживают. Сейчас Айкуна 8. За тебя погуглить. По-моему, 5, нет? Дива поддерживается 3 года обычно. У меня тоже Neo 8. Обычно трешку. Если у вас какие-то другие данные, буду вам благодарен. Годовалого выпуска и пожалел. Во-первых, Аккум сильно просел, во-вторых, поддерживаться перестал быстро. Ну, сколько он? Все равно еще... Сколько у тебя? Там флагманы они, правда, поддерживают долго. Да, бежать как до Китая. Надо транспорт искать. Хоть какой-то. Стоит ждать SE4. А SE5 стоит ждать. А SE6. Но учитывая, что большинство производителей даже китайских смартфонов пошли по пути сокращения модельного ряда, я думаю, Яблоко вряд ли будет поддерживать идею, что по расширению. У них есть, там будет 16, 16 Pro и 16 Pro Max, и 16 Plus может быть. Может, они вообще плюс версию берут как вариант. Не знаю. Им же виднее, как маркетологам. Нельзя сказать, что какой будет, ну вот правильно, какой будет дешевле, тот и бери. Но все равно надо продумывать, сколько лет ты планируешь сходить. И как ты будешь продавать. Тебе с ним ходить, тебе с ним постоянно контактировать. Что же за беда-то, а? Почему я такой косой и кривой? И есть. Заехали внутрь, как говорится. Так, 3 секунды. Еще. Но мне как-то не особо фонтанно по луту. Наверное, сюда подъехать, полутаться чуть-чуть. У меня в основном игра заключается, конечно, в луте, а не в победе над противниками. Народ ищет Neo Flash Edition. Ну, он так... Сколько ему лет-то? Подожди, ему разве год был на момент 22-го? Ну, как дата выхода, когда у Neo Flash Edition? Погугли. Почему я не стримлю? Потому что хочу, то и стримлю. Потому что он тяжелее, этот смарт. Ой, эта игруха. Вот и все. Чем PUBG New State хуже? По вашему мнению. Опа. Мы же не ищем легких путей. Не пытаемся найти смарту попроще задача. Скорее наоборот. Так. Там вот какая-то стрельба была. Разумно, наверное, было бы не идти туда. Но так неинтересно. Не видно ни шиша.
По звукам там кто-то бегает. И это был не я. Опа. Да что ж такое? Ну я ж... Дойдите вы в топку. Неудачник ты такой, а? Горе игрок. 49 минут уже играем. Уже разогрелся чуть-чуть. Я, наверное, вообще туда полечу. Жалко. Ага, там такие зарубы. Полечу-ка я подальше. Вот те великолепные дали. О, там еще и дроп. Полюбас какие-нибудь типы уже. О, ёшки. Не-не-не-не-не-не-не. Не-н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 е. Ох ты, ёшки. Да что ж такое? Ну почему это со мной происходит? Да что же я косой-то такой? Еще 19 живых. У них там еще зарубы. Сейчас 18 живых будет. Ранг высокий, а не ты косой. Да мне кажется, это я косой. Какой там ранг у меня? Но уже 18. То есть, может быть, я еще протяну. Сколько нам надо. Вон он тип. Прыгает. Да, если бы у меня было оружие, хлоп-хлоп и все. Но оружия у меня нет. Смотрите. Ну все. Но я все равно буду ползти до последнего процента. Он там тип бежит. Может поднимет? Не, он не поднимет, уже не успеет. Но добить добьет. 15. Десять. Ну ладно, давайте 14 человек хотя бы, чтобы осталось. Ну, если бы я видел, что здесь дроп, конечно, я бы сюда не полетел бы. Ну все, 7. Мне вот интересно, он мне еще и даст ранга, еще чуть-чуть. Как понизить ранг? Бриллиант. Ну что, последний заход на 7 минут. И все. Все будет в огне.
С Новым годом! Как провел? Хорошо, в кругу своих спецназовцев двух и бывшей супруги смотрели фейерверк, гуляли, потом пошли спать. Когда у тебя двухлетний ребенок, ты особо не нагуляешься, если ты не хочешь разрушать его психику. Он посмотрел на фейерверки, испугался через 10 минут и все. И дальше укладывался часика полтора. Я не особо отношусь к праздникам с каким-то уважением, либо еще чем-то. Я не имею в виду, что я кого-то хочу обидеть, что я не знаю, с чем связан Новый год. Там, не знаю, Дед Мороз, Санта-Клаус, может быть, какие-то еще религиозные праздники. Я к тому, что просто праздник и праздник. Так же, как выходной. Не знаю, выходной это тоже просто смена деятельности, ты все равно работаешь. Если говорить, это неправильный подход, и традиционно было бы, наверное, нормально, по-другому. У нас Новый год был дождь, на следующий день минус 25. Ну, к погоде я отношусь вообще крайне скептически, потому что когда ты живешь сначала в минус 40, потом живешь в плюс 50, потом опять в минус 40, потом опять в плюс 50, у меня так вся жизнь. За полярным кругом в холодине, потом где-нибудь на юге, потом опять за полярным кругом в холодине, потом на юге. Контрастный душ такой жизненный. Вот. Ты по поводу температуры вообще перестаешь беспокоиться. А по поводу праздников, да, не знаю, у меня такое ощущение, что если ты можешь делать праздник сегодня себе и своим близким, делай его, что завтра может как-то называется. Завтра не придет никогда с одной стороны, с другой стороны оно может для кого-то не наступить, либо наступит не очень такое волшебное. И если есть возможность кого-то радовать в режиме реального времени, наверное, лучше радовать. Хотя, с другой стороны, это не совсем правильный подход, потому что чувства притупляются, нет вот этого потребности, желания. Но, опять же, от мобильников, ну, из-за того, что мобильники появились, посмотрите на подростков, на детей. Я их прекрасно понимаю, ничего кроме этого экрана не надо. Им ничего не удивишь, когда я там, не знаю, с старшим катал куда-то, там, Доминикана или в Турцию, или там, ну, много куда. Я на него даже не наезжаю, что по большому счету все, что ему надо, это ящик, экран. И я таким же был. То есть мне вроде бы 40 лет, но я был таким же, мне вот ящик подавай и все. Мне телек нужен был, и потом компьютер. Сейчас у них вообще стопроцентная доступность, мобильники. Ты яркость и контрастность мобильника с реальной жизнью сравнишь? Спойлер, нет. То есть спойлер, нет. Почему выкручивают все эти фотографии, те же китайские представители, еще кто-то? Натуральность никому не нужна. Вот. Я много очень часто... Нет, я люблю холод. Я люблю холод, но себя убедил в том, что мне и жара нравится. Вот сейчас, допустим. Но я люблю холод. Жара здесь огромный плюс, повторяюсь, то, что видите, как быстро девайсы получаю. То есть я реально быстро получаю их. Но лучше бы, наверное, я катал бы в Китай. Но, опять же, из Китая сегодня я вывез смартфон, а завтра меня задержали и все. А так заказываю на Алишке, оно приходит. Но в этот раз повторяюсь, что мой друг Владимир мне привез все устройства. Он летал по бизнес-делам в Китае, заодно зацепил их. И все. Вышло как на Алишке, кстати, по ценникам, даже что-то дороже. Так что на Али, поверьте мне, покупать выгодно. Либо на других площадках, давайте, а то сейчас зацепитесь. Вот где видите выгоду и что знаете, что это точно дойдет, и у вас не будет проблем, там и берите. Но к тому, что в Китае вполне возможно ценники, которые вы сейчас у себя видите, они выше. То есть там тоже надо поизвращаться, чтобы приобрести все это дешево. Почему? Потому что логистика низкая. То есть цена на логистику до такой степени они уже прокачали эти возможности по посылке различных устройств. 59 минут, через минуту уже проверяем. Вот, и я думаю, что я заканчиваю. Неважно мне, что меня вынесут, не вынесут. По ощущениям яркость не сбросилась. Единственная, ночь наступила. Смарт теплый, не горячий. Играть можно без чехла. То есть я без чехла играю. Не буду я в чехле проверять. Ну, потому что мне, не знаю, вот это лайфхак их с понижением просто разрешения возможной игры. Но нехорошо это все. Нехорошо это все. Прям даже можно сказать плохо.
Как играть, тач мне не нравится. Опять же, тач нормальный, мне не нравится края закругленные. Да, я привыкаю, но все, ровно час. 64, то есть у нас было 92, 28%. 28% он съел. Ага, яркость он сбросил на 300 люксов. Добро пожаловать. Добро пожаловать, ночь началась. На 300 люксов яркость сбросил, то есть на практически 50% смарт сбрасывает яркость на минимальных настройках. И я не особо этому радуюсь, я просто не удивлен, потому что это Mediatek. И все. А если бы настройки были нормальные, то он бы улетел в Нирвану намного... А когда я проверял? По-моему, через полчаса... Нет, я не проверял. Я почему-то думал, что ночь. Ладно, заканчиваем это гиблое дело. Какая мораль? У нас смартфон показал себя достойно, но яркость сбросил на 50%. У него была довольно убогая графика. Почему? Потому что графон обрезан, чтобы он не перегревался. Нет, у него не Snap 8, понимаете, его так и пиарят, что вот, типа, ну, вот так гладко, что вот у него ген, не ген, а 9320 Mediatek, но вообще он нормально работает, и видео лучше, и фото лучше, вполне возможно, кстати, вы увидите в обзоре. Но игровые свойства, не прямой экран, первое, второе, он не греется, но даже на минимальном графоне FPS он, вот, кстати, уже не держит. 61, 70. Но это параллельно он не держит, потому что, вот смотрите, я сейчас перейду в игровой процесс, вот сейчас видно, что он держит. Ну а яркость он сбросил до 600 люксов, и вот вам и ответ на вопрос, кто сколько гоняет. То есть, если ты его гоняешь не 15 минут и потом умножаешь на 4, а некоторые смарты также делают в Твиче там 30 минут, если я вижу, что все нормально. Надо все-таки час гонять, и сброс 50% это критичный сброс. Это не такой космос, как на яблоке, но относительно других андроидов это много. Если игры, разумеется, Snap, но тогда почему в топовом вивовском смартфоне Pro, может они еще Pro Plus выгрузят, у нас стоит не Snap, то есть они экономят. Яркость сбросилась, занавес. Девайсу, да или нет, узнаете в конце обзора основного. Смотрите на канале Польза.нет, подписывайтесь на телеграм-канал Скидок, Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. 28% на сброшенной яркости он съел за час. И это соизмеримо с IQ 12, но там у нас в номинале максималка 144 Гц, плюс сбрасывал он или нет яркость, посмотрите уже на лайв-канале. Росси, Добра, Дукат, Счастливо, Universal. Всем огромное спасибо, что зашли. Пишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Счастливо!